Когда мужчина из сельской глубинки Китая увидел у торговца на обочине лохматого щенка, он, не задумываясь, купил его. По словам продавца, это был детеныш тибетского мастифа. И лишь спустя 2 года до покупателя дошло, что его любимец не собака, а медведь. Тогда он отнес животное в службу защиты дикой природы, но и здесь возникли непредвиденные затруднения. Эта история произошла с сельским жителем по имени Суму из южно-китайского округа Илянь. Мужчина купил щенка и заботился о нем, как о собаке. Изначально он не обращал внимания на то, что пес не умеет лаять, да и ведет себя далеко не как собака. Шли месяцы, и животное росло, постепенно превращаясь в крупного зверя. С каждым днем оно все меньше напоминало мастифа. И тогда Суму начал подозревать, что купил вовсе не собаку. Семья любила своего питомца, заботилась и ухаживала за ним. Мохнатый друг обожал лакомиться фруктами, а также мясным бульоном и лапшой. Постепенно все начали понимать, что всеобщий любимец– медведь, которому, к сожалению, не место в доме. Первым делом Су обратился в зоопарк, но там потребовали свидетельства о рождении животного. Без документов зверя принять не могли. Чем больше мужчина вникал в ситуацию, тем четче понимал, что невольно нарушил закон. Тогда он связался с Илянским бюро защиты лесов, чтобы получить нужные документы и выпустить медведя на свободу. На тот момент рост питомца в холке уже составлял практически 1 метр, а вес примерно 200 килограммов. Семья все эти месяцы хорошо заботилась о медведе. Мишка был сыт и абсолютно здоров, на нем не было следов плохого обращения, что говорило в пользу Су и его домочадцев. Осмотрев животное, экологи пришли к заключению, что к зверю относились с теплотой и заботой. В противном случае мужчине пришлось бы нести ответ перед законом. В итоге медведя усыпили и вывезли в Центр защиты дикой природы, где за ним установили круглосуточное наблюдение, после чего выпустили на волю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.